Болят колени во время езды на велосипеде? Так быть не должно. Давайте сегодня разберемся, почему так происходит и как этого избежать. Поехали! Колени могут болеть по нескольким причинам. Первое. У вас низкий каденс. Второе. Вы мало пьете воды. Третье. У вас неверно выставлено седло. Четвертое. Езда с голыми коленями при низких температурах. И пятое. У вас какие-то проблемы с коленями. Давайте разбираться. Начнем с каденса. Это самая частая причина боли в коленях. Что такое каденс? Это частота вращения педалей. Он показывает, сколько оборотов вокруг своей оси делает одна педаль. Считается, что минимальный каденс должен быть от 80 оборотов в минуту. Это значит, что вы должны крутить педали довольно быстро. Почему-то многие думают, что чем сильнее они жмут на педали, тем лучше. Но нет, педали должны крутиться легко и быстро. Особенно, когда вы едете в горку. В этот момент на колени действует самая высокая нагрузка. Как поддерживать каденс? Да легко. Просто переключайте передачи на своем велосипеде и подстраивайте их так, чтобы каденс был всегда примерно одинаковый. И да, не стесняйтесь переключать передачи. Не думайте, что ваши переключатели развалятся от частого использования. Даже самые простые и дешевые работают очень и очень долго. И если уж на то пошло, то лучше пусть сломаются переключатели, чем ваши колени. Согласны? Я уже говорил про каденс в одном из моих роликов, и тогда подписчик в комментариях спросил меня, почему так получается, что чем быстрее крутишь педали, тем меньше болят ноги. Ведь должно быть наоборот. Тут все просто. Ноги и колени болят не от количества оборотов, а от нагрузки, которая на них воздействует. И когда стоит низкая передача и вы можете крутить педали с каденсом 80-90, вам просто легко на них нажимать, вот и все. А вот когда каденс низкий, то вы жмете на педаль со всей своей силой, и от этого идет большая нагрузка на мышцы и колени. Как определить каденс? Тут вам поможет либо велокомпьютер с датчиком каденса, либо просто сам датчик, который подключается по Bluetooth к телефону. И для него надо специальное приложение, которых есть множество. Этот датчик вешается на любую педаль, и он будет выводить данные каденса на телефон или велокомпьютер. Вот вам мой личный лайфхак, как определить каденс. Когда у меня не было датчика и велокомпьютера, то я измерял свой каденс так. Если у меня начинают болеть мышцы бедра над коленом, знаете, наверное, когда они прям начинают гореть при езде, особенно в горку, значит, я держу низкий каденс и пора понизить передачу. Для начала, возможно, вам это тоже поможет. И вот еще, если вы ездите по городу, то перед светофорами не забудьте сбросить пару передач, чтобы когда загорится зеленый свет, вы не давили на педали, а сразу поехали легко и без нагрузки на колени. Вторая причина, почему болят колени, это отсутствие смазки в суставах, а именно вы пьете мало воды в дороге. Именно вода добавляет коленную смазку при езде. По общепринятым правилам надо пить воду каждые 10-15 минут по 2-3 глотка минимум, даже если не хочется. Можно чаще, но не реже. Самое опасное в этой ситуации в том, что обычно от отсутствия воды колени начинают болеть уже после поездки, и во время езды вам может казаться, что все у вас отлично. Но это обманчивое чувство. Поэтому не забывайте пить воду. У меня есть такой внутренний датчик, когда надо попить. Если сохнут губы и в горле тоже чувствуется сухость, надо попить. 1 литр воды у меня примерно уходит на 30-40 километров пути. И если я пью меньше, то стараюсь в какие-то моменты попить больше, чем 2-3 глотка. Третье. Неверно стоит седло, а именно стоит сильно низко. Часто вижу, как дети ездят очень низко, так что их ноги практически не разгибаются. В таком положении при педалировании на колени идет самая большая нагрузка, поэтому важно верно выставить седло. Если не вдаваться в подробности, то по высоте оно должно стоять так. Опускаете педаль в самый низ, ставите на нее пятку. В таком положении нога должна быть полностью ровная. А когда вы начинаете педалировать носком стопы, то в нижнем положении ваша нога будет чуть согнута. Вот это и есть правильное положение седла. Чтобы проверить, как действует на колени низкое седло, попробуйте поприседать в двух положениях. Первое. Присядьте низко и привстаньте не до конца. Сделайте так 20 раз. А потом присядьте совсем чуть-чуть и при вставании почти до конца разогните ноги. Почувствуйте, где нагрузка на мышцы и колени больше. Четвертое. Езда при низких температурах. Этот пункт не так часто встречается, но все же бывает. Есть те, кто ездит при довольно низких температурах с голыми коленями. Довольно низкие температуры – это ниже 15 градусов. В таких условиях смазка в коленях может загустевать, что приводит к износу хрящей. Да, сразу это не чувствуется, боль приходит позже, через недели 2 или 2 месяца, но она придет. Поэтому, если температура около 15 или ниже, стоит утеплить колени. Это могут быть тонкие нагова, либо не сильно теплый велопампер с длинными ноговами.
либо утепленная ногова, или просто штаны с длинными ногами. В общем, старайтесь не переохлаждать свои колени. Ну а если из перечисленного ничего не помогает, то это уже значит, что у вас есть проблемы, с которыми поможет только врач. Поэтому не тяните, загляните к специалисту. Потому что колени часто очень сложно и долго лечить. И чем раньше начнете, тем больше шанс их вылечить. Надеюсь, это видео вам поможет ездить в удовольствие и без боли в коленях. До новых видео. Пока-пока!